Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Продолжаем работать. Один день, один из многих дней самостройщика. Ну вот, перебрались мы на стенку. Вот этот нехитрый набор инструментов нужен для работы по укладыванию газоблока на стену. Киянка, по-моему, стартуловская. Но заматывается ее, в принципе, сразу можете обматывать несколько слоев по краям изолентой, потому что она трескается и скоро развалится. Изолента помогает сохранить ее от удара. В прошлом году обмотал все, и уже изолента лопнула. Перемотал в этом году заново. Так поможет сохранить все, потому что она не дешевая тоже. Уже две терки, одна стерлась, вторая новая, более-менее новая. Две терки нужно. Малого уровня достаточно. Щетка обязательно, зубчатый шпатель. Ну, лейка, потом это что-то мастерок, по-моему, кельма. И ванна с раствором. Большой уровень, в принципе, не нужен. Ну, про газоблок я говорил, что это сморгонский газоблок полон сюрпризов. Сюрпризы одни и те же. Кривизна, плохая геометрия. Блок может быть выше, может быть ниже, и в одну линию опять же не выставишь. Два блока будут пристыкованы идеально, третий блок выводишь его в нитку, у него по торцам расход в 5-6 миллиметров. Ставишь в торец плотно, чтобы без пропуска швов было. По линии будет уходить на 7-8 миллиметров в сторону. Заранее нужно делать, просто вот я снимаю всегда фаску газоблока, снимаю по углам и по торцам газоблока, чтобы потом снаружи, это называется расшить шов, чтобы потом снаружи заштукатурить все это. Был у меня по пристукиванию прикол в прошлом году. Работал не в перчатках по привычке, а перчатки кончились. В строительные перчатки с одним пальцем. И тоже так руку опер и ляп-ляп-ляп-ляп, как по среднему пальцу, как дал по ногтю. От боли даже боль перестал чувствовать, а потом как бы хоп, опять заболел. Ну ладно, доработал кое-как. Что-то палец болит и болит, потемнел. Поехал на снимок, оскольчатый перелом дистальной фаланги. Месяц на больничном, 22 дня на больничном. Так что теперь я сам и вам советую, когда пристукиваете блок, руку в кулак сразу. Либо так, либо так, либо вот так. Но не так, ни в коем случае не так. Хотя, если цель у вас сходить на больничный, то, в принципе, советую. Ну, в общем, вот так, с повторением, одно и то же. Идем и идем, потихонечку работаем.
Вначале сильно задумывался там о мостиках холода, о всякой ерунде, там и раствор, может быть, сложить надо по краям, а внутри оставлять полость, чтобы не было промерзания. Ну, вы знаете, ребята, 1,5 года назад умер Шурин, мой хороший друг. Долго я очень не мог в себя прийти. Корона забрала. Месяц назад с нашей деревни 32-летняя девушка умерла, 3 детей осталось. Ну, я к тому, что вот эти мелочи, вот эти заморочки, они хороши, когда ты строишься чужими руками, и тебя строят моментально, и ты только пальцем показываешь, что делать. А когда ты сам строишь, то вот эти вот мелочи, тебе хорошо бы пожить в этом доме, а не задумываться о том, что вот там шов у тебя не 2 миллиметра, или там с прерывистостью, или с пеной, не с пеной. У меня, допустим, с пеной, вон, я деньги только выкинул, $100, и все. Вся пена не для сморгонского газобетона. Так что вот так вот, что сказать тут по поводу мостиков холода. Херня все это. Мостики холода. Сколько той жизни? Вы будете ходить в мостики холода пальцем щупать? Или вы собрались 300 лет жить? Ну, если срок жизни вашей 300 лет, то, естественно, конечно, стоит задумываться о мостиках холода. Ну, а в остальном все это ерунда, я считаю. Теперь уже я так считаю. Больше думайте о своем здоровье, о здоровье своих близких, заботьтесь друг о друге, а не думайте о мостиках холода и о том, что так или иначе. За последнее время я пересмотрел много чего в жизни. Ну вот газоблок из серии кривизны. Шов 5 миллиметров. Здесь впритык меньше миллиметра соединения. Здесь 5 миллиметров шов. Зато в линию. Прижмешь его полностью, газоблок сюда, сожмешь. Здесь будет за счет длины там 6-7 миллиметров. О какой пене вы говорите? Тот, кто хочет. Отсутствие мостиков холода. Он у меня. Ну, вовнутрь входит. Я не хочу просто загонять его, чтобы раствор не мешал. Вот. Мостики холода, промерзания. Это все это не к сморгонскому газобетону. Это куда-то в другое, на другую планету. Шурину было 42 года, как мне сейчас. Корона забрала без разбора, и все. Ничего не сделаешь. И назад дороги нет.
Ну вот так вот, очередной день закончен. Стройка достаточно силозабирающее занятие. И сил у меня еще раствор остался, там еще можно было до конца, наверное, стену довершить, но у меня уже нет сил, не хочу. Надо отдохнуть. Само по себе все, что происходит, мне очень нравится. Создается дом. Все это очень морально мотивирует продолжать. Но в данном случае я уже как бы устал. Все, не хочу больше. Целый день туда-сюда. Если вы строитесь самостоятельно, мой вам совет. Рассмотрите 50 раз, надо ли вам второй этаж. Я считаю, что это не особо он нужен. Лучше уж увеличить первый этаж, чем создать второй. И также рассчитывайте свои силы, чтобы вам хватило сил завершить начатое до конца. Не разменивайтесь, как мы там думали сначала, построим баню, там советовали нам, чтобы в ней можно было жить, там и строить дом, или дом, как-то там советовали, как-то модульно там. Глупость все это, не тратьте, не разменивайтесь на мелочи, не тратьте свои силы. Как у меня хороший пример, у меня сосед был директор фирмы, там что-то там строят, построили они двухэтажный гараж. Потом обжили, там жили на втором этаже. Потом срочно надо баню. Начал строить баню. Все, двухэтажную баню поставил. Там забор бетонный начал отливать. От дома только фундамент. Потом пришло время, что там у него в голове случилось. Сел на стакан, теперь ничего ему не надо. Ни баня. Ну, живет он в бане, там с женой разошелся. Дети отвернулись. Ни дома, ни хрена. Только баня стоит, в которой сейчас пьет. И гараж двухэтажный. Уже начал. Мебель распродает, все, что мог, вынес там. Хлещет. Что у него в голове случилось? Почему он так начал жить? Каждому свое. Так что постройте вы сначала дом, доведите его до конца, до финала. Тратьте все свои силы на дом, в первую очередь. Когда вы подведете дом под ключ, поставите крышу, и сделаете внутреннюю отделку, и вот завершите дом. Вот тогда берите за следующее. Не надо бросаться туда-сюда. Но это мой совет постройки. Хотели советы постройки? Вот так. Я уже все эти этапы прошел, и вот сейчас мне бы дом завершить. Тогда я расслаблюсь, выпрямлю спину и буду думать, надо мне та баня, или помоюсь я в душе, и надо ли мне там еще что-то. Или просто поставить гараж, чтобы там навесик, гаражик, чтобы машину можно было поставить под навес, в гараже там какие-то операции производить, там с мотоблоком, чтобы куда-то свою технику поставить. И все. Надо ли та баня? Все городские падки до бани, в том числе и я, там, баня. Так и баня, что же она, только не то, что собрал, и она сразу у тебя, тепло дает. Надо так же топить, так же строить, так же вкладывать. Ну, так, на этом все на сегодня.